Привет, дорогие друзья, это Селзмания. Сейчас я вам покажу, как работает приложение для смартфона Viascan. Это уникальное приложение, которое разработала компания для того, чтобы вы могли учитывать все ваши основные средства, имущество в магазинах, торговых комплексах, у себя в офисе, на складах и так далее. Viascan – это новый уникальный сервис для работы с материальными активами компаний. Сервис предназначен для руководителей и собственников бизнеса, а также для всех, кому необходимо вести учет материальных активов. Все это умещается вот в таком вот смартфоне. Не играет роли яблоко, либо Samsung и так далее. Вы можете скачать это либо в Play Market, либо в App Store и пользоваться совершенно свободно этим приложением. На экране я вам сейчас показываю, как оно выглядит. Мы заходим в данное приложение. Пользователь Viascan в любое время может получать полную информацию о материальном активе, отсканировав его штрих-код, используя свой телефон. Как вы видите, у нас здесь объекты Милавица. Это знаменитая белорусская сеть женского белья. В торговом центре Аутлета открылся первый в Беларуси дисконт-магазин «Милавица». Магазин работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу проспект Жукова, 44. В магазине представлены коллекции прошлых сезонов по себестоимости, и вы такие модели никогда не найдете в других розничных объектах фирменной сети «Милавица», которая производит и распространяет во многих странах свою продукцию. Давайте зайдем, посмотрим, как это будет все выглядеть на смартфоне. Если мы зайдем на раздел «Объекты», то здесь у нас значится 20 объектов магазинов Милавица. Это только в городе Минск. К примеру, вы заходите вот в данный объект, вам нужно сверить то имущество, которое находится в этом магазине. Открываете режим сверка. Далее вы выбираете, на каком объекте вы будете проводить эту сверку. Сейчас, секунду, я очки одену. К атрибутам юнита относятся наименование, местонахождение, его полная история от покупки со всеми перемещениями, стоимость, фотография, а также данные материально ответственного лица. Добавляете, где будете проводить сверку. Среди этих объектов выбираете дискаунтер, все секции и начинаем. Вот, пожалуйста, у вас обозначено 51 юнит, должен быть учтен. Они все находятся в режиме «Осталось». И сейчас в онлайне вы будете это все делать. Начнем с манекена. Вот, манекен, можете посмотреть, как он выглядит на фотографии. Что касается размещения фотографий учитываемых юнитов с возможностью сегментации их в хронологическом порядке, то это несет пользователям ряд нужных функций и выгод. Первое. Мы имеем возможность визуально понимать, какой юнит в данный момент отсканирован. Второе. В инвентаризационных ведомостях порой бухгалтерия называет юниты непонятно. Например, как тут на скрине. Плашка из АКП двухсторонняя. Согласитесь, что без фотографии сложно понять, о чем идет речь в ведомости. Третье. Визуальное сопровождение учета позволяет видеть юнит с разных сторон. Четвертое. Фиксация хронологии размещения фотографий юнита позволяет отслеживать по дням и по времени, как менялся учитываемый юнит в процессе своей службы. Например, в магазине из комплекта деталей на дату фото 17 декабря 2024 года в 14:27 уже 13 января 2025 года в 17:08 разместили и зафиксировали данный островной дисплей уже в собранном виде. Пятое. Неудаляемая история юнита с момента ввода на учет до его списания сохраняется без возможности исправления и подтасовки, что делает систему учета материальных средств полностью прозрачной для владельца и заинтересованных в этом лиц компании. Дальше, когда вы его отсканировали, вы можете увидеть, что в раздел «Готово» этот манекен переместился. Вот он, манекен номер 2. Делаем следующий скан. Давайте вот этот манекен. Вот. Переходим к данным островам.
Есть. 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 Переходим на эту сторону. Отсканируем примерочные зеркала. Хорошо. Сейчас отсканируем ящик для денег и монитор. Сканер. Даже может сканировать вот такие вот, которые нанесены на фабрике. Так, дальше сканируем принтер. Хорошо. Терминал. Монитор. Хорошо. И стол кассира. Итак, сканируя шаг за шагом, вы постепенно пройдете весь свой объект, зафиксировав все то, что имеется в наличии. Отмечу, что у вас нет необходимости теперь читать цифры, напрягать голосовые связки, привлекать сторонних сотрудников, чтобы они отмечали и искали это в журналах или в огромных списках. 3892, настольная лампа. А вы в это время авиасканом, Для заседания 4308. а вы просто пикаете QR-код, 4264, счетно-вычислительный аппарат. а вам нужен только один человек. Вазочка. 5869, ваза Мозер. Заметьте, пожалуйста, как удобно наблюдать на экране смартфона, сколько юнитов было просканировано и сколько осталось. И вот заметьте, что в разделе «Осталось» написано по уменьшению 9876 юнитов, а в разделе «Готово» по возрастанию 42, 43, 44, 45. Сверху также вы видите, написана дата сканирования и время 11:12. Если вы помните, с начала сканирования с 10 часов 50 минут мы уже на 11:12, то есть за 20 минут просканировали добрую часть оборудования, которое находится в этом объекте. И быстро с вами пробежимся по оставшимся юнитам. Дальше я вам покажу, как выглядит завершение сверки. В дополнение должен сказать следующее. Вы находитесь в шаге от перехода на совершенно новый этап для вашего предприятия. Это применение принципа и метода Lean Production, что означает метод бережливого производства. Впервые этот метод внедрила и развила компания Toyota. Более подробно, если вы еще не в курсе, что такое Lean Production, то перейдя по ссылке ниже в описании к этому видео, можете более подробно изучить этот вопрос. Обратите внимание, что мировые компании-флагманы уже применяют эти инструменты в своей деятельности. Взять, например, компании Coca-Cola или Pepsi-Cola. У них каждый дисплей, каждая стойка в каждом супермаркете имеют свои учетные штрих-коды или QR-коды. Одновременно с этим мы становимся свидетелями вот такого анахронизма, который наблюдаем на подавляющем большинстве предприятий, когда на имуществе, материальных активах учетные номера нанесены краской, корявым почерком или с напечатанными номерами, но до сих пор ничтожно мало компаний, которые применяют электронный учет юнитов, используя сканирование кодов. Поэтому сейчас я очень кратко озвучу некоторые ключевые аспекты, которые связывают ViaScan с концепцией Lean Production и ту пользу, которую вы получите, установив наше приложение. Первое. Снижение потерь. Одной из главных целей Lean Production является устранение всех форм потерь, будь то время, ресурсы или материалы. ViaScan позволяет эффективно отслеживать материальные активы, что помогает минимизировать потери от хищений, поломок или неправильного использования оборудования. Второе.
Это оптимизация процессов. С помощью ViaScan автоматизируются процессы учета, перемещения, инвентаризации и контроля за состоянием материальных активов, что сокращает время на выполнение рутинных задач и повышает общую производительность. Третье. Улучшение качества. С помощью ViaScan можно быстро выявлять и устранять проблемы с активами, что в свою очередь способствует улучшению качества процессов и конечной продукции. Четвертое. Принятие обоснованных решений. ViaScan предоставляет актуальную информацию о состоянии материальных активов в реальном времени, что позволяет менеджерам принимать более обоснованные и своевременные решения. Пятое. Повышение вовлеченности сотрудников. В бережливом производстве важна роль каждого сотрудника в процессе улучшения. Использование ViaScan делает сотрудников более вовлеченными в процесс учета и контроля активов, а также они могут легко отслеживать состояние оборудования, учитывать его в оптимизации. Таким образом, ViaScan не только поддерживает принцип бережливого производства, но и служит инструментом для их реализации, помогая компаниям достигать большей эффективности, снижать затраты и повышать качество продукции и производства. Давайте вернемся опять в сверку и посмотрим, как нам завершить эту работу. Как вы видите на экране, сверка от 14 декабря 11 часов 12 минут находится в статусе «В работе». Тапаем на нее и попадаем внутрь самой сверки. Что мы можем тут видеть? Сверка находится в статусе «В работе», повторюсь. Далее объект, который подвергся сверке. Дискаунтер Миловица. Были проверены все секции. В статусе «Готово» находится 51 юнит. В разделе «Осталось» ничего нет. Стоимость юнита в сумме равна 19 951 рубль с копейками. И если мы внизу поскроллим, то будут перечислены все те юниты, которые прошли через сканер. Если у вас будет что-то в разделе «Осталось», то перейдя на этот раздел, будут перечислены те юниты, которые не прошли сканирование, соответственно, вместе со своими изображениями. Для завершения этапа сверки необходимо нажать на кнопку внизу «Действия». Меню выдает две кнопки «Сохранить» или «Завершить». Всплывает диалоговое окно о том, что сейчас будет закрыта сверка на сумму 19 951 рубль. Если же мы хотим вернуться обратно в режим сверки, то необходимо нажать кнопку «Отменить». И данная сверка приобретает статус «Завершено».